Привет, ребята! Как вы думали, как делаются игры? В больших солнечных помещениях, с большими окнами и еще пуфиками для того, чтобы было удобно отдыхать? Я вам покажу другую реальность. Мы собрались здесь, в городе Дальнереченск в Приморском крае, в одном из подвальных помещений одного из кафе. И вот что из этого получилось. Мы не могли упустить такую возможность, потому что каждый год в это же самое время мы вместе со всем миром делаем игры. Конкурс называется Global Game Jam. Задача разработать законченную компьютерную игру всего за 48 часов. Над созданием работают программисты, специалисты по звуковому дизайну и 3D-модельеры. Сейчас разработка идет в самом разгаре, но, к счастью, у вас есть возможность увидеть все с самого начала. Мы поехали. На улице снег. Я боюсь. А можно на этом поединке? Нет, это же это типа... Еще подпиши Global Game Jam на коленке. Да. Дальнереченск. Я протоколирую. К нам идет Макар и будет снимать классное видео. А не такое рукожопство, как у меня сейчас. Ой, да, с пальцами. В кадре обязательно. Проходите. А мы принесли сюда полдома. Да блин. Надо было уточнить, да, мне. Так вот. Мы проводим здесь Global Game Jam, и мы собрали здесь людей из Владивостока и даже из Москвы, в городе Дальнереченск. Сейчас у нас этап подготовки, мы готовим себе рабочее место. Мы перенесли сюда студии, мы перенесли сюда все компы, перенесли сюда кучу света, кучу камер. Хочется вновь получить эти ощущения, эмоции, когда просто за 48 часов создаешь классную игру. Планируем отдохнуть после поезда и завтра с новыми силами приступить к мероприятию и сделать крутую игру. А до этого я был в Москве и в деревне под Питером. Ventisca, Osteonisus, Hera, Hermes, Icarus, Narcissus, Medusa, Ephasos, Ashalala, Susus, Minerva, Ecobubus. I love it when you couscous. Aphrodite, Ventisca, Osteonisus, Hera, Hermes, Icarus, Narcissus, Medusa, Ephasos, Ashalala, Susus, Minerva, Ecobubus. I love it when you couscous. Aphrodite, Ventiscus, Hera, Hermes, Icarus, О правилах конкурса покажем видео с объявлением темы, а наши дорогие спонсоры выступят, чтобы дать вам напутственные слова и советы. Короче, сейчас будет тема. Короче, у меня есть несколько идей. Какую вы выбрали тему игры? Тема игры, которую мы разрабатываем, это вообще смотреть в камеру и... После того, как было открытие Global Game Jam и объявили тему Lost and Found, мы провели часа 3 или 4 над мозговым штурмом с ребятами, где каждый высказывал те или иные идеи, которые у него возникали, пусть даже самые абсурдные. И по итогу мы выбрали жанр Hide and Seek. Но на самом деле это прятки. В плане героев у нас есть привидения и есть охотники за привидениями.
На самом деле котик-экзорцист бегает за привидениями в большом особняке. При этом привидения могут прятаться в предметах, которые находятся в комнате. И вот так невозможно. Были ли какие-то конфузные, забавные ситуации за это время? Все наше собрание получается как конфуз какой-то. Короче, сейчас такое расскажу. Нам пришлось завешивать двери мусорными пакетами, потому что в помещении достаточно холодно. Потом в караоке, в соседний зал, пришли люди на поминки и сорвали все наши мешки. Нам снова стало холодно и пришлось снова заклеивать эти мешки, понимаете? Так, в принципе, все идет гладко. Очень много положительных совпадений, как по итогу случилось. Так что я думаю, все круто. Роль в команде. Роль очень сложно, потому что Я делаю 3D-модели персонажей в рабочих механизмах. Я для себя взял логику сетевого взаимодействия между приложениями. Я 3D-дизайнер, делаю окружение. и всего остального помалу. Остался всего лишь завтрашний день. Сегодня, скорее всего, мы не будем спать. Я с Владой Алиной, я с Владой Станей, Таня с Денисом. Классные ребята. Всем советую. Подстрелялись! Две бессонные ночи, кот и слезы. Мы сделали огромную работу все вместе. На предыдущем проекте я примерно такой же ассет комнаты делала за месяц. Настройка сервера уже очень большая работа. Мультиплеер, все увидят финальный результат, а он будет крутым. Конечно, есть недоделочки, но мне кажется, все в будущем мы все сделаем. Команда Дикий Восток. Есть кто? Ребята, Что? всем привет, мы здесь. Команда? Дикий Восток. Пожалуйста. Восток. Ой, я вижу нарушение норм социальной дистанции. Мы все проверились, да, и переболели. Окей. Мы решили сделать мультиплеерную игру в жанре Hide and Seek. Задачей является как сопротивление друг другу, то есть один игрок играет за человека, который ловит, точнее за кошку, кота, а второй — это привидение. То есть мы находимся в доме с привидениями. Вот вы можете увидеть уже на трансляции, как котик бегает за привидениями. Но привидение очень хорошее, оно неуловимое. Просто у нас играет здесь Фулхаскер, который очень хорошо натренировался убегать. Суть привидений — превращаться в вещи. И, в общем, котик должен понять, что из этой вещи является привидением на самом деле. Да, сейчас мы покажем, как это выглядит со стороны привидения. Сейчас мы перезапустим сервер. То есть, да, тут настроен сервер. Все вещи респавнятся здесь в рандомном порядке. То есть мы взяли диверсификатор, который называется RND, и который мультиплеерную игру. Про мультиплеерную игру. Вот, мы подключаемся к серверу. И вот сейчас вы можете увидеть, как привидение ходит по дому. На самом деле у нас было намного больше контента, просто мы еще не все успели загрузить именно в движок. То есть у нас даже звуковое сопровождение мы успели сделать, но не успели его, к сожалению, подгрузить в этой версии. Вот. Вы можете увидеть, как привидение превратилось в кресло.
в телевизор. Попробуй еще сейчас там... Да, надо подождать 20 секунд, но суть игры в том, чтобы прождать до рассвета. То есть привидения должны дождаться рассвета, чтобы их не поймал котик. Кстати говоря, по совместительству он еще и экзорцист. Можете увидеть у него интересный атрибут. Да, на пузе. А суть ловца привидений в том, чтобы поймать всех привидений на сервере, не на сервере, в смысле, вот в данной игре, до наступления рассвета. Так невозможно. На рассвете наступает таймер, и все. Еще мы хотели добавить одну фичу, когда, чтобы закончить игру быстрее, привидения должны найти ключи, то есть они должны украсть у кота ключи. Но, к сожалению, это мы тоже не успели еще реализовать. В общем, задумка была большая, реализовали пока что вот это. Вот. Может быть, я что-то упустила. Ребята, кто-нибудь помнит, что я упустила? Коллеги, спасибо большое, презентация понятна, игра понятна. Есть ли вопросы? У меня к вам вопрос. Вы в Челябинске сейчас вообще? Нет, мы находимся в городе Дальнереченск, это Приморский край, и несколько человек специально приехали сюда, вот эти трое из Владивостока, а вот этот человек вообще приехал в гости из Москвы, и так получилось, что ехал в Дальнереченск вот к нам собираться. А вообще мы сидим в баре сейчас, то есть мы договорились. Атас, ребята. Ребята, мне кажется, это вообще тема. Это просто вообще. Главное пояснение, дисклеймер, надо привиться. 11 часов ночи, да, сейчас у вас? Да. Да. Отлично, шикарно. Ребята, это достойно отдельного упоминания. Спасибо вам большое. Еще вопросы есть какие-то? Вопросов больше нет. Дикий Восток, спасибо большое за презентацию игры. Очень интересно. И сейчас хотелось бы перейти к награждению команд от Вышайка. Поэтому передаю слово раньше для группы. Всем добрый день. Мы от Вышайка на одну команду в этом году решили наградить. Одна команда, которая наше сердце просто поглотила, это команда Дикий Восток. Она вызвала у нас дикий восторг. Не только тем, что они подключились с разницей в 5 часовых поясов, но еще и тем, что та игра, которую они представили, была очень динамичная, интересная, полностью соответствовала всем требованиям к джему. Ну и мне очень-очень понравилась эта идея. Вы очень крутые. Спасибо. Всем пока. Пока. До следующего года. До следующего года. А сейчас спальная тусовка! Только что объявили результаты конкурса. Мы взяли одну номинацию от школы ВМИ ЮрГУ на сертификаты в Steam. Мне понравилось участвовать в хакатоне с ребятами, все было клево. Что касаемо мероприятия, организация получилась в целом уютная, домашняя. Я в пижамных штанах. Ну вот такого хакатона у меня не было. Совсем. Мне кажется, этот конкурс помог нам определиться в плане целей, навыков, понять, на что мы способны, понять, чем мы хотим дальше заниматься. Я доволен, что у меня получилось что-то, что попало в итоге на презентацию. Я расстраивалась, что вот не успели, там визуал нужно было еще как-то подкрутить, то есть шейдер вот на Unity. Теперь надо высыпаться и ехать домой в поезде 8 часов. Это единственный отрицательный момент. Эмоции, которые я получила по завершению самого мероприятия, они очень классные и самые незабываемые хакатон. Бессонные ночи, сбитый режим, голодные, сидели. Потерял линзы, сейчас в очках неудобно. Было холодно, потому что мы находимся в подвале. Вот, мы даже получили призы от как высшая школа экономики. Информатик. Кстати, чего мы еще получили? Я так не помню. Наверное, облегчение. Облегчение. Хотя еще не дошло. В общем, мы получили сертификаты в Steam. Я вообще не играю в игры, но пора начинать. Но я думаю, что это мероприятие нам дало большую мотивацию для того, чтобы заниматься
разработкой игр, приложений. Самая важная часть джема — это ведь не соревнование, это создание. Мы создали игру за 2 дня и создали ее довольно сложной. Это удачный джем. Получилось закончить игру. Я думаю, что у нас все получилось. Что-то понять не могу. У нас вроде 6 было. Где 6-й?